Сегодня ты увидишь квартиры сталкеров в заброшенном городе Припять. Я покажу тебе, как они выглядят, расскажу, почему сталкеры обустраивают себе жилье в заброшках и как полиция находит такие квартиры. В прошлом видео я показывал современное состояние квартиры блогера Криосан в Припяти. Так что если ты его еще не видел, то рекомендую к просмотру. Попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Путеводитель по Чернобылю — это уникальные видео, в которых я, как сталкер Чернобыльской зоны отчуждения, рассказываю вам о конкретных локациях Чернобыльской зоны, без сталка и прочей болтовни. Только конкретика и по делу. Квартиры сталкеров в Припяти – это места довольно интересные и неоднозначные. Их внешний вид более напоминает солянку из нескольких спальных мест, и зачастую здесь ставится стол посередине комнаты. В итоге получается спальня вместе с кухней. Импровизированный столик в квартире – вещь очень нужная. На нем можно приготовить разные блюда, а также фильтровать воду с реки. Дело в том, что сталкеры обустраивают изначально заброшенное помещение без мебели. Они несут на такие квартиры мебель из разных уголков подъезда, также с соседнего дома иногда приходится носить атрибутику через весь заброшенный город. В зависимости от того, сколько человек в компании, и будет зависеть, сколько матрасов будет в комнате. Чем больше компания, тем обширнее получается так называемая сталкерская хата. А я напомню, что некоторые сталкеры ходят в Чернобыльскую зону отчуждения своими группировками и имеют свою отличительную нашивку. В таких квартирах чужакам лучше не появляться, им тут не место. И если кто-то из другой группировки украл какие-либо вещи, то сразу начинаются разборки на тематических форумах и чатах. На момент 2018 года это правило уже перестало действовать. Зона отчуждения начала превращаться в проходной двор, часто некоторые новички умудрялись находить хорошо обустроенные квартиры, мусорили там и спокойно с чистой совестью отправлялись на выход из зоны. Так, например, весь 2018 год в одной из квартир был порядок. Мы даже отмечали там Новый год. И кто-то даже забаррикадировал двери, видимо, с целью препятствия доступа правоохранительных органов в данное помещение. И как попасть в эту квартиру, знали лишь единицы. Дело в том, что планировка здания позволяла передвигаться балконами. Затишье на этой квартире продолжалось до первого похода Криосана, после чего квартира была запалена, а Александр показал в своих видео виды с балкона и крыши. Более того, нашу баррикаду они выломали. Ну зачем вот так вот закрывать, я не могу понять. Может быть, что-то там есть. Забавы ради или банально было лень перейти в другой подъезд и зайти по балконам. Кстати, в ролике Криосана четко прослеживается моя роспись, которую я оставил на обоях в 2018 году. Мишаня, Мистер Лева, Львив. И где-то там еще была роспись. Это когда мы с Федяем отмечали там Новый год. Я не мастер поздравлений, но с наступающим. Предлагаю вам взглянуть на эту сталкерскую квартиру. Вот это вот так вот у нас хата забаррикадирована, потому что металлюги заваливались сюда. Пацаны говорили, тех, которых мы встретили. И вот наша хата. Ну как наша? Хата-то бывших жильцов. Мы здесь вписались. Знак радиации, который мы на Новый год сюда принесли. Моя подпись с Нового года, Федина. И все наши новые. Сегодняшнее состояние квартиры лично мне неизвестно, но говорят, что там появилась пианино и разная атрибутика. Идемте на крышу.
А в доме напротив расположилась еще одна квартира сталкеров, которая была в хорошем состоянии на протяжении всего 2017 года. Здесь было 3 спальных места, импровизированный стол, плакат Ленина и часы, о которых я рассказывал в прошлом видео. Этажами выше расположена пианино, и некоторые сталкеры играют тут свои симфонии. Эта сталкерская квартира со временем также превратилась в гадюшник и на данный момент никем не используется. Большинство таких квартир испорчены умысленно анархистами из вандальных отрядов. К примеру, взгляните на вот эту сталкерскую квартиру, которую также испортили вандалы. Как я упоминал ранее, эти не особо далекие особи употребляют там запрещенные вещества, а потом своеобразно развлекаются. И, видимо, во время мощного психоделического трипа им пришло в голову сделать здесь алтарь. Среди сталкерских квартир сейчас немалую популярность набирают отреставрированные квартиры, авторы которых Стас и Вика Полесские, а также ребята, которые им помогают в ремонтах. В крайнем походе я успел попасть лишь в комнату девочки-припятчанки. Когда мы пришли сюда, то обнаружили следы деятельности вандалов. Это лишь то, что можно показывать, а там были и непристойные картинки, сделанные в фотошопе. Я все это дело сорвал, смял в комок и сжег под подъездом. Комната девушки-припятчанки – это место с атмосферой 1986 года. Попав сюда, создается впечатление, что в этом маленьком уголке зоны еще не побывали мародеры. Здесь на стене висят плакаты легендарных музыкантов того времени: Виктор Цой, Владимир Высоцкий. На столике стоит настольный светильник и несколько книг. Мое мнение об этих реставрациях позитивное. Они никому не мешают и не портят общую атмосферу. Кто-то писал в комментариях, что реставрация равно вандализм, но я с этим в корне не согласен. На самом деле мало кто знает точное местоположение этих объектов, поэтому никогда в жизни за поход в зону отчуждения они не обнаружат эти объекты. А шторы на окнах довольно трудно заметить, особенно когда после ухода мы их сдвигаем. Те, кто пишут об испорченной атмосфере, на самом деле не понимают ничего от слова совсем. Видимо, они в Припяти никогда не были и не знают ее масштабов. И как по мне, на 160 припятских домов с общей численностью квартир 14 500 несколько реставраций не помешает. На этом ролик подходит к концу. Если он тебе понравился, то поделись им с друзьями, пусть они тоже посмотрят, каково это жить в заброшках Припяти. Также оценивайте его лайком или дизлайком и подписывайтесь. В следующем видео путеводителя по Чернобылю я покажу вам, как выглядят некоторые места зоны после масштабного пожара 2020 года. Всем удачи и пока!